Всем привет! Добро пожаловать на канал SM Life. Меня зовут Надежда, и в этом видео я расскажу о 3 удивительных секонд-хендах Кипра. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что бонусом мы покажем удивительный магазин, где продаются национальные сладости Кипра. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Мы только недавно вернулись из путешествия по Кипру и все еще остаемся под впечатлением от этого острова. Во время посещения различных туристических мест мы также не забыли про наши любимые секонд-хенды и выделили время на поиски чего-нибудь интересного. Перед поездкой мы отметили несколько секондов на карте. Оказалось, что ближайший к нам располагается в городе Параливне. Добраться до него можно из Айнапы и Протараса на общественном транспорте, на таких автобусах, как 101 и 501. Если вы более мобильны, то также можно доехать на арендованном велосипеде, как это сделали мы. Первым на нашем пути был базар. Это небольшой и очень простой секонд-хенд. Первое, что меня удивило, это то, что на улице плюс 25, а люди уже начали готовиться к рождественским праздникам, и хозяйка выставила праздничные украшения. После этого наше внимание зацепили стеллажи с интересной посудой. Я очень люблю всякие чашечки, тарелочки и прочую кухонную утварь, поэтому тут я зависла надолго. Посуда очень дешевая. Как, например, вы можете видеть наборы тарелок за 3 евро. В этом секонд-хенде представлено много настольных игр и пазлов стоимостью порядка 1 евро. В магазине очень большой стеллаж с книгами. На этих полках я нашла одного из самых любимых своих писателей Дэна Брауна. Стоимость книги не более 1 евро. Также в базаре представлена мебель и различные предметы декора. Цены на все очень низкие. Сейчас приоткрою завесу тайны и скажу, что это единственный секонд-хенд, где мы видели одежду и обувь. Здесь мне понравилось много одежды, некоторую вы можете видеть на фото. Кое-что я себе даже прикупила. Та-да! Вообще себе покупала, но он ее носит. В целом базар нам понравился, и у нас остались приятные впечатления от его посещения. В конце мы разговорились с хозяйкой, и она, узнав о нашей любви к секонд-хендам, посоветовала нам еще 2 магазина, которые нам надо посетить. Захваченные любопытством, мы отправились в фурнитурный секонд-хенд. Как следует из названия, в этом магазине представлено много мебели, техники, предметов декора. Если честно, всего не перечислить, поэтому сейчас мы попробуем вам показать. Цены здесь немного дороже, чем в предыдущем магазине, но и выбор, соответственно, другой. Только посмотрите, сколько здесь много замечательных вещей выставлено на продажу. Здесь я первый раз увидела Humidor. Это шкатулка для хранения сигар. Выглядит очень необычно, возможно, для кого-нибудь это будет отличным подарком. Набор мебели из 2 диванов и кресла из натуральной кожи стоит 275 евро. Это примерно 20 000 рублей. Это же нереально круто. Где вы у нас найдете такой набор за такие деньги? Конечно, это не 5 и не 20 евро, как в предыдущем секонд-хенде, но за мебель из натуральной кожи и натурального дерева это очень хорошая цена. В этом магазине продается очень много кроватей. Кстати, некоторые кровати можно приобрести сразу с матрасом. Также представлено много обеденных групп. Повторюсь, все сделано из натурального дерева и все очень качественное. Естественно, такая мебель будет замечательно смотреться на кухне. Цены разнятся, все зависит от ваших пожеланий и возможностей. Наше внимание привлек необычный сет в восточном стиле. Состоит он из 3 предметов, 2 кресел и столика. Каждый из них – это ручная работа.
Выглядит все очень интересно. Как позже мы узнали, это курульные кресла. В интернете мы нашли одно такое кресло за 65 тысяч рублей. Как я уже говорила, здесь также представлено много посуды и техники, в частности для кухни, холодильники, микроволновки, плиты и многое другое. Ассортимент очень большой, даже есть гриль. В общем, в этом магазине есть абсолютно все, чтобы обустроить свою квартиру на Кипре, от микроволновки для кухни до дивана в гостиную. Этот секонд-хенд нам приглянулся многообразием товаров, качеством его и низкими ценами. Вдохновленные увиденным, мы отправились в последний, третий секонд-хенд. Называется он «Дежавю». Дежавю? Этот магазин оказался вишенкой на торте. Нас встретил дружелюбный англичанин, который оказался владельцем этого магазина. Мы с ним любезно разговорились, и он нам разрешил снять видео. И мы с нетерпением отправились разглядывать выставленный товар. На наш взгляд, каждый предмет пропитан британской культурой. Лично я потеряла счет времени, потому что была очень увлечена рассматриванием представленного ассортимента. Больше всего нас заинтересовали обеденные группы. Мы как будто на время перенеслись в Англию. Каждый стол сервирован очень изысканно. Конечно, это сделано для того, чтобы мы увидели полную картину того, как может быть, и купили все сразу. Поверьте мне, такое желание правда было. Но мы всего лишь туристы, поэтому продолжали просто разглядывать. Как вы можете видеть, на полках также представлено очень много книг. Все на английском языке. Я не смогла удержаться и купила себе одну. В общем, в этом магазине много чего выставлено на продажу. Обеденные наборы, различная мебель, книги, часы, техника. Опять же, всего не перечислить. Ценовой диапазон очень велик, цены начинаются от 1 евро. В принципе, из видео вы можете видеть, что сколько стоит. Давайте я дам вам время просто полюбоваться ассортиментом. К нашему удивлению, нам попалась потрясающая баночка с чаем. Мы решили, что это будет необычным сувениром для нас самих же и купили его. Повторюсь, каждый предмет удивителен по-своему и прекрасно вписывается в этот секонд-хенд. От посещения этого магазина у нас остались теплые впечатления и подарки. Это своеобразный кусочек Британии на Кипре. В этот магазин можно идти даже не с целью что-нибудь купить, а познакомиться с английской культурой и посмотреть на необычные предметы. Каждый из этих секонд-хендов хорош по-своему. Где-то низкие цены, где-то более интересный товар, но у каждого есть своя изюминка. Если вы живете на Кипре, то посещение таких магазинов – это хороший способ обустроить вашу квартиру и сэкономить как время, так и деньги. А если вы турист, то это хороший способ провести время и познакомиться с культурой, как Кипра, так и английской. Тут я заканчиваю свой рассказ о наших похождениях по секонд-хендам. И как я обещала в начале, бонусом сейчас расскажу о магазине, который мы посетили совершенно случайно. В этом магазине вы окажетесь в окружении одних из самых дорогих вкусностей мира. Это магазин орехов. Зайдя туда, мы потеряли дар речи на несколько минут. В магазине выставлено множество огромных мешков с орехами, сушеные фрукты и прочие сладости. Это все выглядит невероятно вкусно, и запах от этого просто потрясающий. Все, что мы видели, можно было попробовать. И спустя пару минут мы уже жевали потрясающую пастилу ручной работы, которую нам щедро отрезала продавщица. А некоторое время спустя она несла нам на пробу национальную сладость, очень похожую на нашу чурчхелу. Размеры этой сладости превосходят все мыслимые ожидания. После этого на глаза нам попался огромный мешок фисташек. Конечно, мы не устояли и купили небольшой кулек. Скажу вам честно, вкуснее фисташек мы еще не ели, так как они были без соли, но вымочены в лимонном соке. Если вам посчастливится быть на Кипре, непременно загляните в этот магазин.
Почему мы уделили ему такое внимание? Да потому что мы отдыхали в туристической зоне и не нашли ему аналогов. По нашим подсчетам, цены в этом магазине в 2-3 раза дешевле, чем в Айнапе и Протарасе. Конечно, вся разгадка в том, что этот магазин находится не в туристическом месте, и там покупают орехи местные жители. На этом я заканчиваю. Все адреса магазинов мы укажем в описании. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте, мы будем рады ответить. Также пишите, что вы знаете о секонд-хендах на Кипре. Мне будет интересно почитать и узнать что-нибудь новенькое. Спасибо, что смотрели это видео. Всем пока!